Я остановился на улице Руставели, дом 13. Именно вот в этом доме мы снимали в прошлый раз квартиру. Вот. Просто обратил внимание, да, вот Руставели 13. Вот здесь, кстати, где-то в подвале был магазинчик хлебный, сейчас не вижу его. Но я сейчас приехал очень рано, сейчас все закрыто. Вот тот ресторан Берн написано. Мы в нем кушали. Классный ресторан, все отлично. Вот. А вот здесь вот, по-моему, подъезд. И на верхнем этаже квартиры. Ладно. В общем, гуляли мы здесь, выгуливались. Классно. Нам все понравилось. Вот он, Руставели, дом 13. Город Батуми. Слева набережная. Вот. Здесь есть где машину поставить. Я думаю, пойду я схожу на набережную именно здесь. Потому что туда дальше с этим могут быть проблемы. Хотя не факт. Вон там море. Класс. В Батуми раннее утро. Сейчас 8 часов нет еще. Вот этот комплекс, тут многие мечтают пожить по жизни. Вот. Что-то позагороженное, здесь набережная. Мы как-то гуляли там, вот по той стороне. Вот памятник не помню, кстати. Пойду немножко пройдусь. Я на многое не рассчитываю, как говорится. Я так слегка. Класс, еще тишина, машин мало, людей мало. Я сейчас еще, полчаса максимум здесь побуду и уеду. И то это я прям полчаса сильно размахнул. Мне вот сейчас тут направо повернуть, и я уже выехал из Батуми. Вот. Классно. Это вот памятник грузинскому алфавиту. Вот стоит такое сооружение с шаром вверху. Мы, кстати, в прошлый раз не дошли до него. Вот это кольцо мы тоже не покатались в прошлый раз. А там есть канатная дорога на гору. Вот на ней мы покатались, наверху Миша навернулся. И ехал на следующий день с разбитым этим брови. А там, гляньте, какая карусель наверху красивая. Это на здании внутри находится вот такое, как это, колесо обозрения или что это. Собаки преследуют машины. Так. Пойду до моря дойду. Я подошел к пляжу Батуми. Сейчас много камня, мало людей. Наверное, сильный ветер еще вам слышно. Да, на самом деле сильный ветер. Но очень комфортная погода. По-моему, теплее даже, чем вчера днем было. Прям очень теплая погода, где-то градусов 25, наверное. Туда идти неохота. Тут такая крупная вот камень такой вот лежит, почти весь пляж. Поэтому не пойду туда. К морю подошел. И морской воздух такой классный. Маяк вот этот вот. Порт. Тут раз мы там гуляли. Вижу этот Али Мино. Так, по-моему, называется памятник. Фигуры мужская и женская. Вот, движущийся символ Батуми. Все закрыто сейчас раннее утро. Только спортсмены. Ладно, я тут долго не планировал задерживаться. У меня еще ехать и ехать. Пойду я, наверное, в сторону машины. Класс. Такая дымка еще вот утренняя, знаете. Красота.
Очень много прогуливающихся. Но погода располагает, прям очень комфортно. На улице такая классная, теплейшая погода. Теплая-теплая. Класс. Ладно, я пошел к машине. Единственное, что я так и не определился. В Грузии не работают российские карты. Не интересовался, но спрошу обязательно, принимают ли российские рубли. Вот. Поэтому, если вы сюда поедете, то берите с собой доллары, евро. Здесь принимают. Кстати, этих обменников здесь, по-моему, больше, чем продуктовых магазинов. Во всяком случае, сейчас я ехал, моргающих вот этих цифр, знаете, у меня это 90-е напоминает, когда на каждом углу был обменник, в каждом ларьке продавали или покупали валюту. И вот здесь тоже везде это моргает. А вот эти велосипеды прокатные, их можно взять на прокат и кататься. Сколько стоит, не скажу, цены нигде нет. Вот, ладно, а я пойду. Вот красивые здесь вот эти дорогие апартаменты. Или это отельный комплекс, я уже не помню. По-моему, вон тот, кажется, отельный, вот этот апартамент. Здесь многие снимают квартиры, достаточно дорого стоит, ну, понимаете, центр города, выход на море, вот рядышком все, вид красивый. Вот. Ладно, поеду, у меня еще много километров впереди. Вот этот фонтан мы видели много раз, но ни разу к нему не подходили. А красивый, золотой. Мимо проезжали. Я иду в Макдональдс. Макдональдс, вот он, но он пока не работает. Вот. Я пойду, пройду здесь по городу недалеко. Еще где-то минут. Тут Макдональдс так вот по-грузински написано. Вот. Так, я хотел здесь пройтись. Единственное, что я не знаю, торчать здесь до открытия или же уже ехать, не могу сказать. Наверное, сейчас еще вот здесь вот пройдусь, вот мимо этого красивого здания. Ресторан, бар, там, по-моему, отель в той стороне. Магазин книги написан. И поеду все-таки. Не буду я ждать. Я думал по поводу покушать что-нибудь. Значит, остановлюсь где-нибудь в продуктового магазина. Красиво, да? Согласитесь? Красиво. Там вот какая дорожка, улочка в сторону. А, кстати, если я перешел, а там вот на той стороне осталась лавочка такая красивая. Сидишь на лавочке, ноги вытянув и смотришь на проезжающие машины. Это я помню, мы тоже там сидели на этой лавочке. Книги, сувениры. Ресторан, книги, сувениры. Все здесь у них есть. Молодцы. Все работает с 10. А сейчас по грузинскому времени только 20 минут 50. Мы тут вот гуляли, я помню эти места. Сейчас немножко еще здесь пройдусь и пойду к машине. Классная улочка, зеленая. Класс. А вон та лавочка, про которую я говорил, на той стороне, видите, с пиджаками. Мы на ней сидели, помню. Есть такая же. Да-да-да, вот тут мы так и шли здесь. Гуляли. Вот еще кресла стоят, смотрите, какие богатые кресла. Класс.
Финские дизайнеры написано. Кресла опять стоят. Антуражные еще цветочки растут. Фоткаться. Кстати, стрелочка показывает, что где-то здесь кафедральный собор. Вот, я его не вижу, только слышу. Современные такие корпуса. Машин мало, да, первая выехала. Так от авто написано. Остановился я, смотрел на храм красивый, небольшой, но красивый. Спасибо тебе, Боженька. И там часы еще красивые, если успели посмотреть. Видите, огромное здание. Классно смотрится. Здесь уже потихонечку начинают открываться магазинчики. Правда, мало-мало, совсем продуктовые потихоньку. Сувенирки все закрыты. Мало, буквально несколько штук открылись. Вот. Я все уже подхожу к машине. Сейчас уезжаю. Недалеко уже должна стоять. Ой, навигатор меня повел какими-то горными тропами. Дорога вот такая велюшковая. А то сзади, смотрите, как что творится. Сейчас еще раз поверну, наверное, будет лучше видно. Птицы поют. Сейчас. Ямка. Сейчас покажу. Там внизу такая река огромная, большая. Во-первых, река большая, во-вторых, как это, пойма вокруг все. Ладно, видите? Вот она, эта речка. Окугечка. Речища. Гляньте, какая огромная. И туда она отойдет тоже в ту сторону. Такие вот кривые дороги, единственное, едут достаточно долго уже. И вроде бы как навигатор говорит, что мы вот как приближаемся к заданной точке, но по ощущению такого не складывается. Как-то все по селам. Как вам, а? Кстати, обратите внимание, газ тоже везде, во всех селах есть газ. Сколько еду, везде есть газ. И еще полно этих собачат, которые ходят попрошайничают, видно, у всех больших машин, у маленьких. Очень много. И гуляют эти свиньи привязанные. Не в загоне, а прямо вот на улице, как собаки, также гуляют свиньи. Тоже очень много. Так, ладно, что-то какой-то поворот знакомый. Навигатор вывел меня на широкую дорогу. Там горы снежные. Там горы. С той стороны тоже горы. Мы едем где-то в долине. Я не знаю, надолго ли эта дорога такая будет. Пока едем. Что-то помню, что в прошлый раз какой-то период она закончилась, и мы опять уехали в город. Здесь у меня тоже навигатор говорит, через 11 километров какой-то будет поворот. Хотелось бы просто поворот дороги, а не в горы. Ну, посмотрим, с другой стороны, куда деваться. Зато в горах там классное есть село, в котором продается национальный грузинский праздничный хлеб. Очень вкусный. Вот. Если сейчас, так и получится, то я, конечно, покажу и село, и хлеб как выглядит. Доброго пути. Какой-то аэропорт Баши. Здесь совсем маленькая такая, как это, место отдыха. Здесь Баскин-Роббинс есть. Магазин, кстати, вин здесь очень много. И в этой стороне еще 1,5 кафешки. Мы заезжали в другую, такую же. Там прям очень много было и кафешек, и всего на свете.
И, по-моему, тут туалеты еще есть. А еще такая гейм-зона. Не получилось мне поснимать пироги праздничные грузинские. Я их проезжал. Но они очень быстро закончились, во-первых. Мне казалось, что они намного дольше раз было, чем в этот раз. Вот. А во-вторых, сразу после этого городка был выезд на вот эту трассу, на новую. Мой навигатор еще даже не знает, и он мне просит, рекомендует, или как сказать, говорит, езжай обратно в сторону. В общем, опять началась хорошая дорога, будем надеяться, что она так и продлится до Тбилиси. Во всяком случае, знак стоит Тбилиси туда. Вот. Ну, хорошо, что устроятся дороги, а то немножко по горным дорогам там, плюс еще она в таком, в не очень состоянии хорошем. Пришлось ползти достаточно долго. Долго вся куча машин ползет. Зачастую все машины, и встречные, и поперечные, все едут по одной полосе. Потому что вторая полоса либо раздолбана колесами, либо строителями дорог, потому что там много ремонтов всяких. Ну все, вот выехал на трассу. Навигатор говорит, что 3 часа 22 минуты мне ехать, по его мнению. Думаю, что дольше, наверное. Вот, километраж, правда, он сейчас меня ведет просто в этом, по горам. По его мнению, что здесь дороги нет. И я сейчас просто еду вот туда, вот в сторону этих красивых гор. Но я так подозреваю, дорога сейчас будет еще немножко и влево поворачивать, вправо. И потом уже я поверну в сторону Степан-Цминда, Верниларс. Вот. Заправляться я буду еще. Бензин стоит здесь дешевле. Здесь 4 лари примерно стоит 1 литр бензина. 4 лари. 4 на сколько? На 3 надо умножить. 120 рублей. Ну хотя как дешевле? Тоже нифига не дешевле. Дорого стоит бензин. 95-й. Ну, а в Турции я заправлялся по 20-ке 6 лир. Короче, тоже на то же получается. Примерно одинаковая цена в Грузии и в Турции сейчас на бензин. Вот. Примерно 120 рублей литр 95-го бензина. Ладно, едем. Ну, такая дорога уже повеселее. Я где-то заправляться еще буду, потому что мне не хватит немного до российской территории. Так что я с запасом налью бензина еще. И потом уже пойдут горы. Там вот горы я вам поснимаю. Там красиво, снежно должно быть. Сейчас мы ехали, она прям раздолбанная, очень сильная дорога. И там очень-очень пыльно. Сейчас вот 24 градуса показывает навигатор мне. Навигатор, а бортовой компьютер за бортом. А там мы ехали 28-29 градусов. Очень пыльно, и приходится открывать окна. А эта пыль вся летит в окна тоже. И, короче, неприятно чуть было. Вот. Поля перепаханные уже. Очень много коров. Их очень много вот здесь вдоль дорог. Они вот на этой средней полосе, вот на эту бетонную штуковину забираются и там лопают травку. Коровки и лошадки. Очень много. А это самая популярная в Грузии машина. Toyota Prius. Их все Prius, если сложить, их будет столько же, как всех остальных машин вместе взятых. Вот. Какие там они бывают? Первый, второй, третий Prius. Я не понимаю, у них вот какой-то вот поехал Prius. Вот. Красота. Опять горы. Здесь макушки уже мало снежные. Хотя вот здесь вот в снегу. Класс. Ладно, едем. Не, а так вот весело ехать, так нормально. Вот здесь уже большой такой магазин, больше кафешки. Единственное, мало кафешек. И рядом заправка тоже такая большая. Та же самая фирма Сакар. Вот. А и тут еще эти крутилки, ветрогенераторы. И, по-моему, сейчас будет тоннель еще. Это тоже
перед тоннелем это все находится. Такое громадное сооружение, красивое. Внутри туалеты есть, много всяких мест вот, присутственных. Я сейчас пойду заправлюсь, а вон собачкам, которых здесь очень много, поставили будочки, чтобы им было весело ночевать в них, видимо. Проехал я тоннель. После тоннеля была близняшка-заправка, такая же Сакар, которая со стороны этого Тбилиси, когда едешь. В принципе, мне недалеко уже осталось до поворота на Степансминду. Вот. А пока что еду по ровной, хорошей скоростной дороге. Вот. Здесь вот горы. Здесь горы. И меня сейчас дорога должна тоже завести туда же в горы. Потому что никак мне их не миновать сегодня еще раз. Поворот на Горий. Не были, не знаем. Тбилиси вперед. Здесь такие вот еще бывают вот штуки. Стеклянные, деревянные, в общем, разные. Написано типа агромаркет. То есть, ну, продают все, овощи, фрукты, все как положено. Поворот на Горий. Класс. Здесь деревья как-то есть на склонах и как-то живенько смотрится. А когда один камень, так немножко сумрачно в таких горах. А когда вот лес есть, красиво. Ограничение 110. Вот остальное непонятно, но про ограничение 110 понятно. Вот. Что здесь еще рассказать про эту дорогу? Сейчас очень ограниченная стала, так сказать, машин. Грузовые машины только грузинские. Нету ни турецких машин. Несколько встречались азербайджанские машины, встречались Узбекистан, встречалась машина одна. А вот на границе перед въездом в Грузию со стороны Турцию очень много грузовых машин стоит. Много километров едешь мимо них и едешь. И я читал, что из России тоже много машин стоит грузовых продолжительное время. Но мы вот не грузовые. Будем надеяться, что все нормально. Вот они, горы. Ладно, сейчас подъедем еще, покажу, поснимаю. Я уже еду вдоль Терек, по-моему, это река. Она впадает в водохранилище, которое вообще пустое сейчас. Мы были... Не успел я снять, у меня телефон что-то завис. Мы были здесь в первых числах июня, оно было полное абсолютно. А сейчас вообще нет ничего в нем. А впереди, видите, какие снежные вершины. Я так и не представляю, придется мне что-то там с цепями этими на колеса делать или нет. Где-то нахожу я, что написано, даже без цепей подниметесь. Ну, я не против, как говорится. Но теперь только успеть приехать в это время, когда можно подняться без цепей. Вот. Так, здесь дорога всякая бывает. Очень много грузовых машин стояло. Где-то километров, наверное, 20 я ехал. Одни грузовые машины стояли по правой стороне, в сторону, ну, так сказать, кабинами в сторону границы они стояли. Я не знаю, почему они так далеко стоят. Может быть, их ближе. Тут нет места просто, где стоять их. Я не знаю. Встречных немного тоже встречаются грузовиков. Вот один из них. Кафешки все пустые, народу совсем немного. Вот, кстати, машина, российские номера. А вон река-то. Эх, не успел. Так что еду. Дай бог, телефон будет включаться, я тогда буду снимать. А так есть желание поснимать эти красивые места. Единственное, что сейчас я, пока доезжал сюда, по
московскому времени сейчас 17:06. По грузинскому 18:06. Вот. Посмотрим, успею ли я более-менее по светлому хотя бы доехать до граничной зоны. А там уж пройти-то пройду и в темноте, как говорится, лишь бы вот до них доехать. Вот, видите, какая широкая, как это назвать, где течет этот шумный поток, река. Но сейчас еще пока мало таяло, поэтому здесь воды совсем немного. Дальше больше. Сегодня очень теплый день. Я сегодня всю дорогу ехал, запаривался. В машине где-то 25 градусов. 25 в машине. На улице 25 было все время. А так и 28-29 тоже было. Туда вот возле Батуми прям было очень тепло. Классно было вообще. Я в одной майке сейчас еду. Мне очень комфортно. Так, а сейчас вот за бортом 19 градусов показывает. Тут, во-первых, я поднялся уже немного в гору. А во-вторых, время к вечеру идет. Поэтому температура, с другой стороны, нормальная. Лишь бы она в минус не ушла и какой-нибудь снеголед не начался. Вот такой. Ну что, я уже приехал прям к снежным местам. Дорогу видно, что почистили, все, она прям вычищена досуха. Кое-где бывает вода на дороге. И камни валяются, видно, сверху прилетает иногда. А снег прям вот он край дороги лежит. Вот тут внизу снег тоже лежит. И там домики какие стояли, сейчас целая куча домов. Они все были вокруг снег, дорожки прочищены, пешеходные, там куда-то там. Они ходят там по своему двору, может там до курочек, до коровок. Все тоже прочищено. Вот. Все в снегу. Все снежное, дым идет из трубы, видно, топится народ. А у меня вот такой вид из окна. Ну, у них примерно такой же. Может, даже лучше. Маркеты какие-то, чего-то здесь какие-то, еда, покушайте, приходите. Вот снег прям лежит, вот он. Класс, а? Это мощь природы, да? Обалдеть вообще. Столько. Мощь какая, да? Какая красота. Снежные вершины. И прям все так интересно получается. Ты вот едешь прям край всего этого. Глубина там, конечно, огромная. Поэтому здесь везде ограждение стоит. Через 600 метров поверните направо. Вот, через 600 метров куда-то я поверну там. Мне еще ехать до Степан-Сминды, где-то километров 45, наверное. Это там, где будут, точно помню, так называемые серпантины. Вот. А скоро уже будут Гудаури. Это в нижнем части находится подъемник, а наверх люди ездят, на лыжах катаются с самого города. Направо. Вот как тут направо. Прямо не ехать. Хорошо, не поеду. Видите, можно покататься на квадриках. Вот куда аж дорога разворачивается. Понимаете, вот откуда право. Сейчас такими ступенями будем проезжать и подниматься в одну сторону, в другую, одну, в другую. Класс вообще. Собачки ходят с ошейниками. Класс. Короче, карабкаемся наверх. Супер вообще. Некогда рулить. Хочется поглазеть на все это. Классно. Обалдеть. Ладно, я немножко порулю, еще повыше подниму, еще поснимаю. Мы проехали Гудаури уже с вами.
какой-то момент просто стояла очередь. Человек из очереди сказал, что до 7 часов вечера по грузинскому времени, до 6 по российскому, дорога закрыта. Сейчас, говорит, сейчас ее откроют. Я там постоял минут 10, ее открыли действительно. Вот, и мы сейчас ползем в сторону границы. Длинный хвост. Все, кто стояли в очереди, все вот они сейчас едут передо мной и сзади меня. В основном, кстати, легковые машины. Буквально 2-3 автомобиля сзади едет, грузовики. А так вот хвост впереди виден. Видно, что все это... Вот эти все вот грязно-серо-белые слева-справа, вы понимаете, да, это снег. Это все снег. Снег здесь постоянно убирают, расчищают. Вот. Ну, никуда его весь не вывезешь, не выкинешь. Это не нужно. А так убрать его убирают. Дорога влажная. Не знаю, она скользкая, нет, но влажная. Вот. Местами вообще сухая. Сейчас впереди будет Степан Цминда, еще будет Арка Дружбы, все как всегда. Вот. Поэтому я еду за всеми. Навигатор говорит час ехать, но это, я думаю, где-то час, может быть, до границы. Это будет хорошая цифра. Есть вот торопыги. Все едут, ну, достаточно ровно, а есть куда-то спешащие люди с разными номерами, и с российскими, и в основном грузинские. Снег, видите, насколько выше машины. Чисто снег, без этого, без всяких. Ну и грязь еще, да, прошу прощения, так сказать, без всяких добавок. Мы были в первых числах июня в 2019 году, и этот снег еще лежал у дороги также, но где-то раза в 3-4 ниже его был его количество. В некоторых местах уже полностью он ушел, заменился на травку. Сейчас поехали встречные, а сначала мы ехали, было так узко, что одна машина протискивалась, а на вторую машину места не было. Встречные, в смысле, некуда было ехать. Так вот и ползем. Ладно, я немножко поснимал, показал вам, как здесь твою дивизию. Ямок столько, что вы всю дорогу по ним скакали все. Скакали, прыгали. Вот развернулись в обратную сторону, только уже на следующем уровне. Классно. Все снежное такое. И тот, кто, наверное, снег каждый день возле своего дома убирает, скажет: да ну нафиг, такое классно.